Житель города Колд-Снег на прошлой неделе увидел со своего заднего двора совсем другое, куда более странное зрелище. Причем уже начинало темнеть, и с первого взгляда мужчине показалось, что среди деревьев бродит нечто вроде пришельца на 4 ногах и с головой в шлеме скафандра. Но присмотревшись получше, мужчина понял, что на самом деле это молодой олень, который попал в серьезную беду. На голове у него застряла круглая стеклянная банка или ваза, и животное никак не могло ее снять. Так как олень находился в одиночестве, мужчина понял, что остальные животные из стада избегают его, как сделали бы это с больным, травмированным или слишком старым животным. Такие особи привлекают к стаду внимание хищников, поэтому оленя надо было срочно спасать. Мужчина связался с местным филиалом американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, а также с отделом Нью-Джерси по делам дикой природы. Спасатели приехали быстро, и после того, как им удалось усыпить оленя из дротика, приступили к осмотру. Емкость из стекла оказалась частью осветительного прибора и, видимо, ранее была частично наполнена водой. Вероятно, олень увидел ее где-то на земле, попытался пить из нее и застрял. Он проходил так как минимум 4 дня, судя по тому, как он начал страдать от обезвоживания и голодания. У него было несколько царапин, но в целом он был еще крепок. После того, как действие снотворного закончилось, он был в состоянии встать и уйти. Чуть позже в тот же день спасатели получили еще один звонок, на этот раз от другого человека. Он сообщил об одиноком олене, который казался слабым и нуждающимся в помощи. Это был тот самый олень. Спасатели нашли его, и еще раз осмотрели и сделали ему укол лекарства от обезвоживания. После этого состояние оленя нормализовалось и дыхание стало ровным. На глазах спасателей олень оживился и скрылся в лесу. После этого никаких сообщений про одинокого слабого оленя не поступало, предполагается, что олень благополучно вернулся в свое стадо.